В начале нового века автомобильная промышленность столкнулась с рядом испытаний, которые оказались серьезнее, чем можно было ожидать. На первый взгляд казалось, что Ford — крепкий оплот автопрома, способный принять любой вызов. Но за кулисами началась долгая борьба с угрозами, которые невозможно было предугадать заранее. Одним из ключевых факторов, оказывающих давление на традиционные автомобильные компании, стала стремительно развивающаяся технология электрических транспортных средств. Прорывы в этой области задавали новый вектор развития, который не был до конца понятен старожилам рынка. Ford, как и многие другие автопроизводители, встретил дилемму — идти по давно протоптанному пути или рискнуть и занять позицию на быстро растущем рынке электромобилей. Параллельно с этим возникли дополнительные угрозы, такие как ужесточение экологических норм и требований к выбросам. Влияние этих изменений ощущалось на всех уровнях, от производства до конечного потребления. Устаревшие производственные процессы начали буксовать, не успевая адаптироваться к новым реалиям. Все это происходило на фоне еще одной волны — цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в управление транспортом. Новые игроки, такие как Tesla, обладали преимуществом, имея возможность развивать и внедрять инновации, не скованные громоздкими корпоративными структурами. Сложность и инертность традиционного автопрома, казалось, работали против таких гигантов, как Ford. Но это было лишь началом испытаний, которые предстояло пройти старейшему автомобильному бренду. Вскоре последовали события, которые еще больше усугубили положение великого титана на автомобильном рынке. В тени кризиса — фатальные ошибки автогиганта. Однако за всем блеском и исторической мощью Ford скрывались огромные проблемы, которые в конечном счете сыграли роковую роль в его судьбе. В один момент, когда весь мир менялся, компания оказалась не готова к быстрым переменам. Первая серьезная ошибка заключалась в излишней самоуверенности. Руководство считало, что их проверенные временем процессы и репутация обеспечат Ford преимущество на рынке. Но мир стремительно изменялся, и гибкость оказалась ключевым фактором выживания. Вторая ошибка — это просчеты в стратегии. Вместо того, чтобы инвестировать в перспективные технологии, к примеру, электромобили и автономные системы, Ford продолжал делать ставку на традиционные модели. Это была серьезная ошибка, учитывая быстрое развитие технологий и смену потребительских предпочтений. На фоне этого Tesla и другие новички оказались в более выигрышной позиции, предлагая рынку то, что было действительно востребовано. Ford также столкнулся с финансовыми трудностями, вызванными замедлением экономического роста и повышением цен на материалы. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на эффективности и инновациях, средства расходовали на попытки поддержать старые производственные мощности. Эти ошибки усугублялись внутренними проблемами управления. Многоуровневая корпоративная структура замедляла принятие решений, а сопротивление переменам внутри компании вело к утрате конкурентоспособности. Эти фатальные ошибки не только подрывали доверие акционеров и потребителей, но и приводили к внутренним конфликтам и потере ключевых специалистов. В итоге Ford, который когда-то был символом мощи и инноваций, оказался в кризисе, который только усиливался с течением времени. Однако история на этом не заканчивается. Впереди ждали еще более драматичные события, которые окончательно изменят ландшафт автомобильной промышленности. Битва за инновации. Почему Ford проиграл? Когда на горизонте замаячили электрические транспортные средства, Ford оказался в сложной ситуации. В то время как рынок менялся с небывалой скоростью, компания удерживалась за устарелые концепции, укорененные в бензиновых двигателях и традиционных методах производства. Вместо того, чтобы сразу влиться в гонку за инновациями, Ford медлил и делал ставку на проверенные временем технологии. Это промедление стоило компании не только времени, но и преимущества на рынке. На этот же период приходится резкий подъем таких компаний, как Tesla, которые сразу же захватили волны интереса потребителей своими инновациями и смелыми решениями. В то время как Tesla сосредоточилась на развитии продвинутых технологий, таких как автономное вождение и электрические батареи, Ford старался модернизировать свои традиционные мощные двигатели. Каждый год промедление оборачивался для Ford утратой позиций. Конечно, компания не оставалась полностью в стороне от инноваций, но эти попытки выглядели запоздалыми и фрагментарными. Основные ресурсы продолжали уходить на поддержку старых моделей, в то время как конкуренты уверенно смотрели в будущее. Недостаток единой стратегии в инновациях означал, что Ford не только пропустил многие технологические возможности, но и не смог завоевать сердца новых поколений потребителей, которые ценили экологичность и инновации. Все это происходило на фоне стремительно растущих требований к автопроизводителям. Потребители ждали более экологичных и умных автомобилей. И Ford оказался в роли догоняющего. В результате, пока компания пыталась адаптироваться к новым условиям, рыночный ландшафт уже успел измениться, оставляя Форда в невыгодной позиции. Однако на горизонте начали вырисовываться новые вызовы, которые заставят автопром пересмотреть свои стратегии еще глубже. Неожиданный удар, как конкуренты обошли старожилы. Середина 21 века стала временем великих перемен для автомобильной промышленности. Tesla быстро завоевала рынок благодаря своей способности разрабатывать инновации и внедрять их в массовое производство.
В отличие от Форда, который цеплялся за проверенные временем методы, Тесла делала ставку на смелые новшества. Ее модели с каждым годом становились более популярными, демонстрируя миру, что автомобили могут быть экологичными, современными и технологичными одновременно. Это оказалось настоящим вызовом для Форда, который изо всех сил пытался угнаться за переменными и привлекательными для покупателей характеристиками электромобилей. Одним из ключевых факторов успеха Теслы стало ее умение ориентироваться на желания потребителей. Параллельно с этим старые автопроизводители, такие как Ford, оказались зажатыми в тесные рамки привычного производства и устаревшей бизнес-модели. Быстрый рост спроса на электроэнергию и уменьшение интереса к бензиновым двигателям сделали свое дело. Форду было сложно конкурировать с более гибкими и молодыми компаниями. Это сыграло роковую роль в наступившем кризисе. Другие компании также не стояли в стороне. Стартапы и технологические гиганты, находясь в поисках своего идеального концепта, предлагали рынку новые решения в виде электрических и автономных средств передвижения. В итоге конкуренция стала не просто жесткой, она изменилась до неузнаваемости. Ford, некогда доминировавший на рынке, оказался на задворках, уступая место более прогрессивным компаниям с гибким подходом к изменениям. И в то время как конкуренты стремительно завоевывали потребителей, Ford пытался удержаться на плаву в изменившемся мире, где требовались новые стратегии и технологии. Впереди ждали новые испытания, и времени на их адаптацию оставалось все меньше. Взлет и падение. Путь от величия к забвению. Ford, который некогда считался символом автомобильного могущества, вступил в новую эру с множеством вызовов. В 21 веке компания оказалась на перепутье, где старые традиции встречались с новыми требованиями. В прошлом Ford стал революционером, внедрив конвейерное производство и сделав автомобили доступными для массового потребителя. Эти шаги принесли компании мировую известность и лидерские позиции на рынке. Однако с течением времени сферы автомобильной индустрии начали кардинально меняться. В начале 21 века Ford столкнулся с необходимостью адаптироваться к новым тенденциям, включая рост интереса к экологичности и технологиям. Хотя компания предприняла усилия по модернизации своих моделей, усилия не принесли ожидаемого результата. На горизонте появились такие компании, как Tesla, которые с легкостью захватывали внимание и доверие потребителей своими инновационными технологиями и смелым подходом к экологической ответственности. Ford был известен своей мощью и надежностью, но его неспособность быстро адаптироваться к новому времени стала серьезным недостатком. Потребители, ищущие более современные и экологичные решения, начали переходить к новым брендам. Tesla со своими электрическими и автономными системами становилась новым эталоном, к которому начали стремиться другие игроки рынка. Конкуренция продолжала нарастать, а Ford, застрявший в своих прошлых заслугах, изо всех сил пытался удержаться на плаву. Вложенные в разработку бензиновых двигателей средства с трудом возвращались на фоне снижения спроса. Все это происходило на фоне усиления конкуренции и быстро изменяющегося рынка, где компаниям нужно было быть гибкими и готовыми внедрять новшества. Это был период, когда Ford, некогда лидер рынка, начал терять свое влияние. Рынок автомобилей стремительно двигался вперед, оставляя Форда позади, и время для исправления ситуации катастрофически уменьшалось. Tesla. Новый лидер на обломках прошлого. Tesla быстро заняла лидирующие позиции на автомобильном рынке, оставив конкурентов далеко позади. Прорыв компании связан с ее способностью оперативно воплощать инновации, которые традиционные автопроизводители вроде Ford только начинали осознавать. Переход к электромобилям и автономным системам стал ключевой стратегией Tesla. В начале 21 века ее модели не только соответствовали экологическим требованиям, но и предлагали потребителям технологии, которые казались фантастическими всего несколько лет назад. Такой подход не просто захватил внимание покупателей. Он сформировал новую волну энтузиазма вокруг электрического транспорта и экологически чистых технологий. Успех Теслы еще более усилился благодаря ее способности строить производственные мощности, оптимизированные под выпуск электромобилей. В отличие от Форда, тратящего значительные ресурсы на поддержку устаревших бензиновых производственных линий, Тесла сосредоточилась на создании инфраструктуры, полностью адаптированной под новый технологический уклад. Это позволило ей быстро наращивать объемы производства, отвечая на постоянно растущий спрос. Способность Теслы быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка была подкреплена отсутствием бюрократии и гибкостью в принятии решений. Это помогло компании быстро реагировать на изменения потребительских предпочтений и вводить в эксплуатацию новые технологии раньше конкурентов. В результате Tesla не только получила преимущество на рынке, но и заняла доминирующее положение, привлекая все большее количество клиентов, жаждущих новаторства. На фоне этого Ford оказался в затруднительном положении, пытаясь удержаться на плаву в условиях глобальных изменений. В то время как новые технологии становились нормой, компания продолжала сталкиваться с внутренними трудностями и не успевала адаптироваться к изменяющимся реалиям.
Однако рынок все еще остается полем битвы, и тем временем Tesla уверенно заняла позицию нового лидера, задав новый стандарт для автомобильной индустрии. Поворотная точка. Что ждет автомобильную отрасль впереди? На новых горизонтах автомобильной индустрии царит неясность и волнение. В последнее десятилетие произошло множество технологических изменений, и старые игроки вынуждены адаптироваться к новым реалиям. Одной из основных движущих сил изменений стал стремительный рост интереса к электрическим и автономным системам. Эти инновации, столь успешно реализованные Теслой и другими новыми компаниями, становятся стандартом, требуя от автопроизводителей пересмотра своих стратегий. В то время как Ford и другие традиционные бренды столкнулись с кризисом, рынок продолжает двигаться вперед. Появляются новые технологии, такие как умные автомобили, подключенные к интернету, и более мощные батареи. Эти разработки значительно меняют представление о том, каким может быть современное транспортное средство. Важно отметить, что такие перемены требуют не только технической адаптации, но и изменения в корпоративной культуре компаний, которые хотят выжить и процветать в новых условиях. Масштабные инвестиции в исследования и разработки становятся необходимостью для всех, кто хочет оставаться конкурентоспособными. Компании уже начинают осуществлять переход к более экологичным и инновационным моделям. От электрических автомобилей до новых форм передвижения, таких как летающие автомобили и автономные такси. Однако все это требует времени и ресурсов, и только гибкие компании смогут выдержать натиск изменений. Безусловно, рынок станет более разнообразным и конкурентным. Новые игроки продолжают появляться, бросая вызов устоявшимся гигантам. И хотя будущее автомобильной индустрии еще не определено, одно ясно: те, кто смогут быстро адаптироваться и вводить инновации, получат преимущество на динамично развивающемся рынке. Несмотря на сложности, открывающиеся возможности обещают новый виток развития, полный неожиданных открытий и новых достижений, и это только начало нового этапа в автомобильной истории.